Приветствую тебя на канале Твой Конфиг. Сегодня, как и обещал, у нас будет актуальность iPhone 10 в 2022 году. Что ж, давайте перейдем к нему. Внешний вид, обычный. Ничего такого про него не скажешь. Снизу два динамика, Type-C, низкоскоростной, по нашему времени это уже ни о чем, передается все долго. С левой стороны у нас две клавиши увеличения и уменьшения громкости, а также клавиши переключения режима не беспокоить и режима беспокоить. На задней панели у нас две камеры, здесь клавиша включения, но что самое интересное, iPhone 10 нажатием и удержанием этой клавиши телефон вам не предложит выключить, надо зажимать их. С двух сторон две, и тогда можно будет его выключить. Задняя панелька у него стекло, перед стекло, по бокам у него хирургическая сталь, флагман, как-никак, хоть и 4-летней давности. Итак, давайте с внешним видом, в принципе, мы закончили. Технические характеристики, я думаю, вам особо говорить не надо, это вы можете и так воспользоваться Яндексом или Гуглом и узнать его технические характеристики. Давайте лучше перейдем к тестам железа. Итак, первый тест это у нас Antutu, версия 9.06, iOS, естественно, он набирает 419 645 баллов, что очень даже хорошо, это как среднебюджетные китайские телефоны 2021 года. Следующий тест это у нас Geekbench, 5-й версии, здесь он набрал тест процессора 3081 балл, что тоже очень даже годно. И я еще тестировал 3D Mark, и 3D Mark показывает 2412 баллов, что тоже является очень неплохим показателем для уже, так скажем, 4-летнего процессора Bionic 11. Тротлинг тест я, к сожалению, не делал, потому что смысла нет. В принципе, на этом смартфоне можно играть достаточно требовательные игрушки, такие как PUBG Mobile и прочее, но, как все люди, которые знают технику Apple, вот с аккумуляторами у них беда. К сожалению, это только они смогли пофиксить с выходом iPhone 13. У них все iPhone, даже 13 mini, 13, 13 Pro и Pro Max, они по автономности очень даже хорошие. К тесту фото и видео сейчас вы все это дело увидите, как он снимает разрешение Full HD при 60 кадров в секунду, бакешки, себяшки и прочее. Купил 4-й iPhone. Совет мне дал мой друг Антон. В моих руках был весь прогресс, но лишь Full HD 60 кадров, так скажем, ночь. Даже снизу видно. Что, в принципе, на мой взгляд, вроде как даже хорошо. Но это мы увидим конечный результат непосредственно на мониторе или телевизоре. Тест камеры Full HD, 60 кадров в секунду. Тест стабилизатора и фокусировка. Ведь скоро выйдет iPhone 6. Много новых функций есть. Итак, тесты железа вы увидели. Внешний вид я вам показал. Как он фотографирует, снимает видео, вы также видели. Подводя итог. Версии от 64 до 256 стоят приблизительно, начинает с 17 тысяч рублей и заканчивает там, кто как с ума сходит. И за 35 тысяч рублей якобы трубки 4 года, он никогда не бился, и бла-бла-бла-бла. Не верьте в эту фигню. Если Face ID не работает, значит, скорее всего, экран уже менен. По экрану, экран тут достаточно качественный, разрешение у него высокое, при солнечном свете не блекнет, этого вполне достаточно. Телефон тяжелый, в моем случае версия 256 достался у меня за 20 тысяч рублей. С мененным экраном, у него не работает Face ID, все остальное работает, включая NFC, Wi-Fi, там LTE интернет, все это дело работает замечательно. Тут даже якобы стерео есть в нем, хотя я не помню, говорили ли в этом в других обзорах или нет. В общем, через разговорный динамик звук и через задние динамика звук, так же как на Mi 11 Lite. По камерам снимают они в принципе, наверное, 3+4 при учете того, что этому смартфону 4 года. Внешний вид у него мега узнаваемый, за 20-ку
Да я не знаю, что можно купить за 20-ку, чтобы был приблизительно такой же уровень. Что касается автономности, я не знаю, я в игры не играю, и мне этого недостаточно. Мало. Хотя ни разу я его еще не усаживал в ноль, но как-то вот, когда ты видишь, что батарея тает на глазах, как-то прям сыкотно становится. Начинаешь уже думать, как бы так лишний раз чем-то и не пользоваться, собственно. По внешке достаточно неплохо он выглядит, хотя я считаю, что он какой-то толстый уже. Сейчас трубки все потоньше, подлиннее, но тут, в принципе, и 6 дюймов-то нет, да? 5,7, по-моему, у него. По звуку. Из динамиков звук, ну, я считаю, что это на троечку, по наушникам звук 5 из 5. Проводным наушником я, к сожалению, его не тестировал, потому что у меня с лайтинга на мини-джек переходника нет, а вот по Bluetooth я его уже протестировал на JBL 110, это бюджетные наушники, на Sony 3000 линейки, это уже не бюджетные наушники. И звук очень чистый, глубокий, громкости хватает, раскачивает он замечательно. Вот такие наушники JBL 500 какие-то, не помню, он их тоже замечательно поднимает, звук очень хороший, поэтому если вы любите слушать музыку, то его есть смысл брать. Если же вы любите играть, то забудьте про айфоны, потому что вы будете постоянно его использовать на шнурке, он, во-первых, греется, и плюс жрет батарею просто нещадно, когда ты нагружаешь этот старенький камень. Кстати, стоит у меня iOS 15.2 версии. В этой версии почему-то до перезагрузки он достаточно сильно грелся, автономность была вообще никакущая при 100% аккумуляторе, и при этом при записи видео на себяшку он не записывал нормально голос. Ну, то есть какой-то шум был, голоса не было вообще, я телефон перезагрузил, и вроде как он стал все это дело писать. По фото-видео возможностям, повторюсь, достаточно неплохо. Если много света, солнечный свет, я думаю, что он еще котируется. Конечно же, уже не так, как тот же 11, 12, и не говоря уже о 13 айфоне, но тут и ценовая категория совершенно другая. Рекомендую ли я его покупать или нет? Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что у меня очень двоякое мнение. Не хватает, к сожалению, кастомизации в iOS. Те вещи, которые ты привык делать в Android, там в 2 клика, здесь, к сожалению, этого не получается сделать. Здесь надо что-то постоянно искать. Где это, как это, какие-то инструкции и изучать. Оптимизировать его по энергопотреблению, да, можно. Здесь по умолчанию включено очень много ненужных функций. Как бы почитайте в интернете всякую херню, признаться. Вырубайте сразу, и он начинает на порядок дольше жить. Apple Pie работает очень хорошо и удобно им пользоваться, в отличие от Android, в отличие от андроидовских вот этих систем быстрой оплаты по NFC. В этом плане здесь friendly user, так скажем. Покупать его или не покупать? Ну, если вы за 20 тысяч найдете что-то более производительное и с не худшими камерами, чем у iPhone 10, то однозначно покупать. Особенно если вы не играете в игры и, ну, там, WhatsApp ответить сообщения, ВКонтакте там ленту почитать, то в принципе вам этого телефона будет вполне достаточно. В конце концов, вы его всегда можете обменять в этой же ценовой категории почти на любой Android. Люди очень охотно их меняют. И самый важный, на мой взгляд, у Apple-овских смартфонов заключается в том, что они ликвидные и очень медленно падает на них цена, даже невзирая на то, что он уже бэушный, ему не 1 год, ценник все равно еще вполне даже адекватный. Что не скажешь про Android смартфоны. Вот купишь ты там за 35 тысяч Android смартфон, да? Вот сколько он будет стоить через 4 года? За сколько? Он потеряет процентов 70 своей изначальной цены. Тут есть смысл думать. Если вы хотите брать один раз телефон и надолго, то, наверное, есть смысл смотреть в сторону, во-первых, флагманских устройств и, во-вторых, в яблочные устройства. Как бы вы, возможно, их там не любили, iOS там косячная, и Apple постоянно косячит, у него Apple фейлы есть всегда. Вот, блин, раз в 2 дня обязательно что-нибудь Apple там начудит. Но не суть. Суть в том, что это вложение денег.
То есть, если вы сейчас купите 13 iPhone за 80 тысяч, попользуетесь им 3 года и продадите его тысяч за 50, за 60. Не чудо ли? Так вы будете пользоваться всем самым лучшими камерами, уже на данный момент лучшим звуком и лучшей автономностью, то есть там уже будет все шикарно. Покупать старые Apple, ну, не знаю, если уж так хочется, то покупайте. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делитесь обязательно своим мнением, порекомендовали вы друзьям покупать 10 iPhone, ну, допустим, представим, что вот есть у человека 20-ка, брать его или нет, пишите в комментарии. На этом все. Всем спасибо. Ждите следующий обзор на Realme GT Master Edition. Расскажу всю правду, как есть. Всем пока.